Каково это — годами видеть свободу всего в нескольких шагах, но не иметь возможности до нее добраться? Именно так проходила жизнь белого пса, которого еще маленьким щенком привезли на заброшенную строительную площадку. Рабочие решили, что он будет охранять территорию, поэтому сразу пристегнули его к тяжелой железной цепи. С тех пор прошли почти 3 года, но никто так и не попытался подарить животному нормальную жизнь. Пса не выводили на прогулки, с ним не играли и почти не разговаривали. Его мир ограничивался небольшим участком грязной земли возле покосившегося забора. Вместо теплой будки ему оставили старый деревянный ящик с рваной тканью внутри. Во время дождя подстилка промокала, а зимой холодный ветер свободно проникал через щели. По ночам белый пес долго и жалобно выл, словно звал кого-нибудь на помощь. Тяжелая цепь позволяла ему отходить всего на несколько метров. Он видел дорогу, деревья и людей за оградой, но не мог подойти ближе. Иногда рабочие бросали ему засохший хлеб или остатки костей. Чистой воды в миске часто не было по несколько дней. Из-за постоянного одиночества пес стал настороженным и громко лаял на каждого незнакомца. Местные жители считали его агрессивным и старались обходить стройку стороной. Никто не задумывался, что за грозным лаем скрывается испуганное животное, которое просто никогда не знало заботы. Все изменилось, когда о белом узнике узнала волонтер по имени Елена. Увидев условия, в которых он содержался, девушка не смогла пройти мимо. Она начала регулярно приносить свежую воду, мясо и хороший корм. Сначала пес встречал ее рычанием и не позволял приблизиться, но Елена не торопила события. Она садилась неподалеку, спокойно разговаривала и оставляла еду возле миски. Постепенно животное перестало бояться. Через несколько недель пес впервые осторожно подошел к девушке и позволил коснуться своей головы. Елена назвала его Снежком из-за густой белой шерсти. Когда владельцы стройки разрешили снять цепь, пес сначала не понял, что произошло. Он сделал несколько шагов, остановился, а затем побежал вдоль ограды, словно проверяя, действительно ли больше ничто его не удерживает. В тот день Снежок впервые увидел мир за пределами строительной площадки. Он долго нюхал траву, катался по земле и радостно бегал вокруг Елены. Волонтеры отвезли его в клинику, где врачи обработали натертую шею, провели обследование и сделали необходимые прививки. Сейчас Снежок находится во временном приюте и постепенно учится доверять людям. Он оказался спокойным, ласковым и очень благодарным псом. Теперь ему ищут постоянную семью, в которой больше никогда не будет тяжелой цепи, холодной коробки и одиноких ночей. После 3 лет заключения белый пес наконец получил возможность жить так, как заслуживает каждое животное, свободно, безопасно и рядом с любящими людьми.